Привет, мои маленькие любители кайтинга. Сегодня 1 апреля, и кто бы мог подумать, это парафойл. Но это не шутка, а действительно парафойл от Озон. Он называется Mach 1. К нему чуть позже. Почему? То есть я не думал, что я вообще когда-либо возьму парафойл в руки. Позже расскажу о своей истории с парафойлами, но если вы думаете, что сейчас как бы все терки относительно Лулы, там новых типов материалов и так далее, то underground, как бы такой вот подкрадывающийся тренд, это Big Air парафойлинг. То есть вы можете видеть, как некоторые профессиональные кайтеры там, тренируются на парафойлах и даже не показывая иногда их в кадре, потому что зачастую там, многие бренды тупо не имеют своих парафойлов, чтобы там, райдеры на них тренировались. Так вот, почему, собственно, и что это такое? Это парафойл для Big Air, то есть специально сделанный парафойл для Big Air. Конечно, он еще и закрывает какие-то там гидрофойлинг и так далее, об этом поговорим, но основная история это хайп именно парафойлинга для Big Air. Вы могли уже видеть, как парафойлы даже лупят ниже себя. Я там приведу картинку. То есть, значит, уже время пришло. Как бы. И брендам, которые делали парафойлы, это, по сути, два бренда, FlySurfer и Озон. У Озона там, древняя история с парафойлами, у FlySurfer как бы тоже. Все остальные, там, поскольку их имеют, но мы это даже не рассматриваем, они не игроки в этом рынке совершенно. Соответственно, Озон, видимо, первый, ну, я про FlySurfer точно не знаю, но вот Озон прям первый обозначил именно Big Air парафойл. Почему? Ответить на вопрос надо. Райдеры, когда тренируют слабый ветер на твинтипе, нужно больше зависания, потому что Big Air сейчас ушел в мультипол вращения и жонглирование доской. Соответственно, все это слабый ветер не закрывает надувной кайт. Берут парафойл. Но дошли до того, что сначала просто начали парафойл крутить, сейчас уже крутят ниже себя, но это уже как бы о чем-то говорит. И, соответственно, производитель быстро смекнул и сделал кое-что новенькое. То есть там где-то усилил, где-то пересмотрел форму в разных размерах, поднастроил кайт под именно нужды твинтипщика и для Big Air. Немножко истории про меня и парафойл. Я парафойл нормальный, на котором можно кататься, не тренировочный кайт, держал там, типа 10, 9, 8 лет назад. Это был единственный раз, это был FlySurfer какой-то 15-й, Сол, может быть, в Индии, в Гоа, там не дует там, сильный ветер, как правило, это термик. Мне там человек, мой друг англичанин, дал этот кайт, я зашел в воду, и через минуту я вышел с комком просто с тропы, кайт был весь в воде, ну все, что мы любим от парафойлов. Он, улыбаючи, распутал быстренько всю эту трихомудию со стропами, растроповкой. Кайт был еще тяжелый и мокрый, но он с ним зашел в воду и прекрасно катался. То есть, и это все, весь мой опыт с парафойлом. И, соответственно, здесь я взял 2 дня как бы покататься, потестить этот кайт, если мне одного не хватит, на всякий случай. Потому что здесь я уже как с надувным кайтом не смогу поступить, типа, говно. Там, я точно знаю, что мне нужно от надувного кайта, представляю, как быстро там, к нему прикататься и так далее. Понимаю, что мне интересно, что нет. Здесь же так не получится. Мне придется погрузиться в этот кайт прямо. Я даже не взял с собой ни насоса, ни надувных кайтов. Я взял только этот. Поэтому придется в этот раз постараться быть аккуратным. И, ну, опыт у меня тогда был, конечно, вообще никакой. Сейчас больше. И, соответственно, будем смотреть, что у меня получится. И, ну, что очень важно, переход с надувного кайта на парафойл, он очень такой мучительный может быть, потому что не просто типа, мы видим на парафойле чуваки прыгают там 20-30 метров, ну, такие случаи уже были, огромный хэнгтайм, и типа все классно, сейчас я такой умею прыгать на семерке, там, на надувной, и сейчас я на парафойле то же самое сделаю, скорее всего, нет. Я уверен, что нет. Другое поведение кайта, высокий аспект, кайт длинный, узкий. Да, у него широкий ветровой диапазон, но он медленнее сильно. В общем, другой кайт по-другому надо заводить, по-другому немножко зарезаться. Короче говоря, много чего по-другому. Поэтому нужно долго привыкать, как я подозреваю. И, соответственно, от производитель должен сделать такой кайт,
чтобы было максимально проще дойти от надувного кайта, вот такому, как я, который, допустим, никогда не катался там, на парафойлах, допустим, так, но вот хочет попробовать. Это, они заявляют, что это не самый лучший кайт, чтобы зайти. У них есть 3 модели парафойлов сейчас. Это Hyperlink, как раз который самый типа для захода easy, breezy. Есть другая часть, это R1 гоночный, супер высокоаспектный, он вообще, версия V5, она ушла типа вообще только в гонки там для супер техничных чуваков, а это что-то между, еще у них была модель Chrono, она, насколько понимаю, вообще ушла из линейки, это вместо Chrono конкретно Big Air Kite, чтобы не было как бы конкуренции между кучей разных кайтов, как это бывает у многих брендов, чтобы они как бы были сепарированы по дисциплинам. И здесь у нас этот кайт выпускается в 6 размерах. 2 огромных, 18-15, типа а-ля, ну, наверное, какой-нибудь рейсинг, типа, или просто фрирайд. 11 и 13, я так понимаю, что это как раз средние ветра, подольше повисеть, покрутить, там, трюки поучить. С хэнг-таймом, не знаю, тот же фрирайд можно. И 7-9 это кайты для либо гидрофойла, потому что нафига на гидрофойле огромный кайт, если ты просто там круизишь на нем. Либо прыгать вот как раз на этих, пробивать там верха, если это вообще возможно. У них слоган, я вот не помню, на сайте, по-моему, Race to Space или Race to Sky. Но вот Race to Space мне нравится больше. Уточню, какой он. Но Race это то, что их приверженность, ну, в целом озон парафойл всегда ассоциируется с гонками, то есть рейс. Но тут рейс не по горизонтали, а по вертикали. И это круто. И плюс название Mach 1, ну, число Маха, видимо, имелось в виду. Это как раз космическая история, поэтому, ну, в целом, классное название, классный слоган. Какой кайт, я не знаю. Здесь, естественно, будет все самое страшное для человека, который на парафойлах не катается, как его собрать, что там вообще за растроповка и так далее. Ну, короче, будем пробовать. Береговой линии почти нет, к сожалению. Как мы это будем делать, я не знаю, потому что запускается кайт по-другому, но сделаем все возможное. Вот в таком виде, конечно, очень непривычно. Кайт, планка уже подключена к кайту. Я как растерявшийся человек в первый раз как будто. Сейчас будем с этим очень аккуратно, чтобы ничего не запуталось, раскладывать. Как это происходит? Я вот при вас это делаю первый раз. Берем планку, допустим, посмотрим, кто как тут кайт свернули. Так. Его по идее пополам складывают и скручивают, чтобы, естественно, внутри остались вся растроповка. У меня здесь будет помощник, но пока что я вот один пытаюсь это сделать. Ага, вот у нас вот эта часть уха. Мы вот так вот отойдем. Так вот разложим. Благо мы нашли место, где есть более-менее широкий пляж. Немножко присыпем песочечком. Ветер, кстати говоря, нам повезло. Тут какой-то полутайфунчик пришел. А тут раз. И девяточки катаются. Я имею в виду, что на девятках, на твинтипах катают нормально. Идеальный ветер, наверное, чтобы потестить девятку парафойл. Так, посмотрим. Что здесь испугает любого вообще неподготовленного человека, конечно, это адовая растроповка. Она длинная, всегда имеет какие-то ролики-блочки. И я вычитал в интернетах, настройка производится вот этой стропой. Здесь 3 узла. По сути, они 3 узла как на ухе кайта. Ну вот, по действию вроде как. То есть середина это all-around. Верхний узелок это типа рейс гидрофойл, по-моему, а нижний это конкретно типа твин-тип. Мы будем пробовать средний, как и всегда, на базе. Здесь мне уже, я не люблю эти настройки, но поиграться придется, потому что, я думаю, парафойл может иметь совершенно интересные изменения из-за вот этой узелков всяких, то есть я не знаю. И попробуем на твин-тип варианте.
Надеюсь, ничего тут сильно не запутано. Но так или иначе у нас много времени, чтобы вот этим всем заняться. Здесь вот это вот разложить, как бы, понятно. Я видел ребята, катающиеся на парафойлах, они очень быстро довольно-таки раскладывают их, очень быстро там, у них ухо там не раскрылось, это все поправляют. Но мне, или там человеку, который впервые это делает, это, конечно, может просто испугать. Если что-то пойдет не так, как бы, прошу меня простить. Монтаж сейчас будет, и, наверное, надо будет его как-то запустить. Еще момент. Здесь две длины строп. С этой моделью кайта используется 21 метр и 17 метров. Именно конкретно две длины строп. Сейчас я при вас посмотрю, есть ли здесь, собственно, те самые экстеншены. Да, класс. 17 метров, супер. Здесь есть оба варианта. Это специальная планка для парафойла с вот этой херней, которая кайт как бы шатдаун ему делает, когда ты потянешь вот эту штучку, чтобы самопосадить, наверное, его. Но круто. 21 метр это замечательно, потому что, видимо, остальные 3 метра, там, или сколько там, 2, 1, вот эта растроповка дикая. А 17 метров кайт будет становиться поживее, приближенным к баллоннику, побыстрее. Лучшим идущим на ветер, в общем, и перевести его можно будет порезче. Короче, вот 17 метров меня прям очень интересует вариант. Но будем пробовать, конечно, с 21. С момента выключения камеры и запуска кайта, там, проверки строп, прошло 8 минут, но надо сказать, что я как бы неопытен в этом и очень аккуратен, это первое. И второе, кайт был сложен очень хорошо, то есть никаких там запутываний не было. В общем, слава богу, все поднялось, все летает. Да, конечно, он, естественно, будет медленным. Медленным парапланчиком. Сейчас я покажу его вот так вот сбоку, можешь посмотреть. Вот, на кайт. И отмечу здесь тоже возможность сделать трехсегментную раскраску кайта. Мы сегодня побаловались на сайте с раскрасками, но, честно говоря, что-то не нашли прикольных расцветок, кроме черной, естественно. Но, да ладно, зато можно это сделать. Ой-ой-ой. Я не знаю, что сказать о кайте, я не могу его сравнивать с баллонниками, нет смысла. А с парафойлами нет опыта. Поэтому вот я баллоновод, надувной, так скажем, человек. Вот что я чувствую. Во-первых, он затянут. Давайте его full power ему сделаем. Он же не бэкстолит у нас. Так, немножко на ветер забежим, прыгнем. Опа! Жестко перелетел просто оператора. Причем вообще я на ветер даже не забегал. Если я забегу на ветер, это я забежал. Ну как бы, ни хера себе. Блядь, хорошо, что девятка, блядь. Еще раз. Ну давай, немножко попробуй поагрессивнее забежать. Люди, когда брали этот кайт, выходили с улыбкой. Я даже еще не успел выйти на воду, я уже угораю. Читаемая тяга довольно приятная. Нету никакого-то дискомфорта. Мягкие продолжительные пинки от порывов. Плюс вменяемое время отклика, опять же, с привыканием к в целом поведению любого парафойла, то есть он медленный. Приятно. Девятка, хорошо, что девятка.
прикольный размер, чтобы его оценить именно в прыжках в высоту, если сейчас мне позволит это сделать на воде. Ветер мой скилл кайт, очень круто. Ну что ж, надо пробовать. Пока интересно. Классические теперь для парафойла 20 минут я откатал, чтобы там привыкнуть, все почувствовать. В общем, ничего страшного, то есть кататься, прыгать можно, никакого там супер привыкания нету сложного. Что касается, ну просто по фану попрыгать, покрутить можно что-то. Я еще не начал крутить, пока только доску снимал, чтобы почувствовать, сколько кайт держит, куда его переводить, там, когда, где тянуть, чтобы не накосячить, потому что мало того, что кайт не мой, он еще и, если упадет, как бы вероятно, что здесь еще и волны, это же не flat spot, будут troubles. Если говорить о более продвинутом катании, типа, ну, например, в данном случае, что я поимел? Я поимел hang time, да, прыжки, типа, я сейчас серфер не проплатил, вот в ушку подключил. Кстати, серфер, свяжитесь со мной. Я прыгал, типа, высоту там 4, 5, 6 метров, и hang time по ощущениям был как на двенашке, на 11-м кайте, хороший, добрый такой ветер, плотный. При том, что я не испытываю передоза какого-то, кайт плавный. Опять же, ребята на девятках, на восьмерках, не сказать, что им достаточно, но вот какие-то прыжки там, и лупы на небольшой высоте, там 5 метров, делать можно. То есть я уверен, что я там на своей восьмерке, на любой, сейчас бы вышел и также крутил. А прыгал, кстати, может быть, даже и столько же, сколько на это. Так вот, hang time здесь реально, ну, очевидно, должен быть, и он есть. Там, X2 ощущается прям. И я поначалу делал всякие хелики, ну, сразу же причем. Я не испугался, что это парафойл. Думаю, девятка. Ну, и чувство планки как бы у меня появилось, и я понимаю, что он должен прокрутиться. Если он не прокрутится, значит, у меня что-то с чувством, либо кайт с кайтом. Ну, короче, все крутится, но хелики здесь как будто и нахрен не нужны. То есть вот этот эффект, когда они крутят хелик и потом из воды снова их выдергивают, они надевают доску, ну, он достигается там какими-то хитростями, я с ними не знаком. И, собственно, с прыжками вверх. Нужно отметить, что здесь, вот, например, такие кайты, как Harlem Drive, с волны, в моем случае, еще у некоторых людей, очень хреново себя проявляют в прыжках вверх, очень сильно вперед, как бы теряется теншн в стропах и прыгаешь больше вперед. А вот с флэта, например, на нем офигенно прыгать, и прям у тебя конкретный пул такой вверх. Здесь я ощутил вот то же самое. На берегу увидели, я просто отхожу назад, тяну планку, вообще ничего не делаю, и меня поднимает вертикально вверх, потому что я забегаю на ветер идеально. То есть я бегу четко, там 0 градусов у меня, вот, или 360 градусов. Короче, я бегу строго на ветер. На доске, когда я двигаюсь, естественно, у меня угол совершенно другой. И чтобы мне добиться такого же эффекта вверх, я должен как-то очень сильно зарезаться. Когда я прыгаю с волны, а здесь только с волны получается, то вот этот эффект зарезания, он пропадает. Ты больше как бы рассчитываешь на волну, что и на скорость захода на волну, и там вовремя перевести кайт. В общем, я не получил высоты. То есть высота у меня была, там, опять же, я повторюсь, 4, 5, 6, там, 7, 8 метров, и там 9, 10, ну 9, один был и 10 с задранными ногами. Это что, ушко? Ну, просто ради эксперимента, чтобы был, как бы, для, может, ушкодрочеры, как бы, и такой кайт захотят. Я склоняюсь к тому, что, ну, первое, очевидно, это я не понимаю, как на нем прыгать пока что. И второе, я хотел бы иметь большую скорость захода и воду без волн, либо с большим раскатом, чтобы набрать скорость. Еще я был к этому готов и в голове держал. Помните, как овербик планкой вот так делает, ну и головой еще. Но основная история это планкой, то, что он ее вот так вот зажимает перед прыжком. Чтобы кайт, у него это парафоильная такая история, у него кайт чуть ли не вот так вот выстреливает вверх. То
То есть я, конечно, попробую так сделать на воде. Не знаю, что из этого получится, но уже пробуя более резкий завод кайта, я получал такой пинок. То есть, когда ты плавно заводишь, тебя очень плавно поднимает. По поводу приземлений, ну, супер мягко. Вот даже с выходом на берег вылетаешь доской, снимаешь и на баллоннике там зачастую в ноги там приземляешься, если кайт в 12 остается. А здесь, ну, парашютик как бы держит. Пошел я пытаться, стараться делать, так скажем, привыкание к этому кайту. Никакие узелки менять не буду, длину строп тоже. В целом мне нравится. Ну, тут не то, что нравится, а я что-то могу на этом, поэтому будем привыкать. Времени есть много, чтобы потестировать все возможные вариации. Попробую сделать какие-то вращения и отмечу, что не такая уж и медленная. То есть я вот там фронт-ролл один раз сделал, потянул планку, и у меня кайт довольно-таки быстренько вышел обратно там, в другую часть окна, куда я приземляю. И, возможно, больший размер сейчас был бы интересней, 11 типа, чтобы он прям вот держал бесконечно и был бы помедленнее в управлении. Смешно, конечно, но так. Ну, мы же хотим тренировать, типа, какой-то Big Air, там, вращение и съем доски. Посмотрим. Но хэнгтайма полно, поэтому даже на 9 будем пробовать что-то исполнить. Вроде уже не так страшно. Кайт довольно-таки дружелюбный оказался. В сумме час с небольшим я покатался, ну или час, да, час, на кайте, попытался привыкнуть. Да, все вращения, которые я пробовал, все то же самое, что и когда переходишь с маленького быстрого кайта на большой, не дотягиваешь переднюю руку, ну, короче, классика. Но кайт стабильно висит сзади, прикольно, то есть он не перезалетает, как баллонники, возможно, иногда, когда ты его перепосылаешь. Ну, короче говоря, к нему можно прикататься. Я буду это еще делать, пробовать. Попытаюсь увести на нем что-нибудь, что я увожу на баллонике в плане вращений с бордофами. Посмотрим, что из этого получится. Но последний, как бы вот прыжочек, я залетел под кайт, когда, видимо, не вовремя начал выводить его вперед, и у меня уши подсогнулись и запутались в растроповке. И в итоге я вышел здесь, а доску мне привезли, вон она, там лежит, я за ней еще не сходил. Но в целом это понятное дело, что парафойл, и с ним такое может случаться. Да в целом прикольно, можно поделать всякие штуки, но опять же непонятно. Вот сейчас ребята все равно катаются тоже на восьмерках, девятках. Там есть и 11, понятно, вот они как раз висят подольше. Я, мне кажется, на 11-м, да сейчас бы также, наверное, и мог тренить свои там какие-то штуки. Да, понятно, хэнгтайма будет намного меньше, то есть здесь при заходе на 2 вращения делается 3, ну, вот это, и в таком ключе, короче. Это, оно есть, безусловно. Нужно просто понять, когда и как кайтом, короче, что в управлении упирается. То есть прыгнуть на нем в целом ничего такого необычного. Именно такой средний прыжок, я имею в виду, невысокий. Но вот с таймингами по управлению, конечно, я не знаю. Ну, то есть сколько нужно прикатываться. И опять же, если имеешь разные кайты, к каждому нужен подход. То есть это как говорят, вот ты научишься там на парафоле делать вращение с бордофами, а потом будешь это делать на маленьком там 8-ке, 7-ке. Да нет. Ты после этого кайта пойдешь на 8-ки и 7-ки и лупанешь им сразу. Ну, я не знаю, как переключаться просто с такого медленного кайта на очень быстрый и наоборот. То есть я тренируюсь там на быстрых сейчас кайтах, и я наоборот пытаюсь после того, как зайду на вращение, не перетягивать переднюю руку слишком рано. А здесь наоборот нужно переднюю руку пораньше тянуть, чтобы кайт успел выйти, а ты не залетел как бы под него. Вот он лежит. Я не знаю, идти мне кататься еще сегодня или нет. Немного там в конце, может быть, сегодняшнего дня технических моментов для тех, кто там в парафойлах что-то, может быть, и полезно будет, но это все на сайте написано. Это кайт типа
он не такой нежный, супер нежный, как они прям уверяют, как парафойлы вот, классического типа, которые там не для бигейров там и так далее. Типа он там усиленный. И стропы здесь потолще, там где надо, в растроповке, и усиленный там где надо, и сама купольная ткань, типа окей, сшито там все. Ну, то есть можно кататься в любой ветер. Любого ветра у нас пока нет, у нас есть один. Как бы Lightwind меня на нем не сильно интересует. Наверное, для него вот этот ветер не то что Lightwind, ну, ветровой диапазон большой. Я думаю, что на 11-м сейчас было бы интересно, как 11-й бы справился. То есть, не знаю, что-то еще я там, когда катался, придумал, но уже и забыл после последнего как бы, приземления, которого не случилось. Да, ну прыжки там самые высокие были, я думаю, не больше, чем на... Я бы на 8-ке вышел, мне кажется. То есть там 12 метров там, с чем-то, это такое. Я могу на 8-ке с первого выхода просто прыгнуть 12 с волны, если будет там нормальный порыв. Но, блин, не знаю. Будем тестировать еще. Хочу прикататься, попробовать вот по максимуму к нему. Если совсем меня что-то не выбесит, потому что в целом я уже плюс-минус понял. Перевязал на узелки типа с хард. Катался тоже там 20 минут, наверное, 15. Не устал, но трапеция начала тереть через гидрокостюм грудь, очень больно стало. Я сейчас катаюсь с довольно распущенной трапецией, потому что когда ее затягиваешь, ребра ломаются, а когда отпускаешь, она просто задирается. Поэтому пусть лучше она натрет, чем поломает ребра. Так вот, на вот этих хард настройках, при той же длине строп все, действительно кайт стал ощущаться более жестким на планке, плюс-минус при том же ветре. И такой он более баллонный стал. То есть он больше напоминать стал баллонный надувной кайт. Собственно, как и в описании к этим настройкам на сайте написано. Все вот там прям можно прочитать. Это, во всяком случае, мне так тоже кажется. Все окей. Но не потерял он в скорости. То есть просто стал пожестче, а управляемость осталась та же. Ну, понятно, что я уже подпривык побольше. Стал, возможно, больше позволять меньше косячить, но до сих пор я не приземлил ни одного двойного и более вращения. Ебать! С бордофом. По-моему, да, ничего я не приземлил. Ну, то есть, простые бордофы там с вращением доской изи, потому что, ну, как бы, ничем этот кайт, ну, то есть, не отличается от надувного. Прыгнул вверх, только, как бы, больше времени. То есть, вывод такой, что тренить на нем, да, можно. И, естественно, все прикольно в целом, кому, например, не хватает времени на надувном кайте, и для кого надувной кайт слишком быстрый, то, прикатавшись к этому, можно будет делать научиться... Ой, блядь. Пиздец. Нам пришлось посадить экстренно кайт, потому что, вот, пожалуйста, парафойл, один из моментиков, и в каталке он путается в собственной растроповке. И на берегу, вот, я чилил, кайт был в целом не в ветровой тени. Да, здесь порывистый ветер бывает, там, время от времени, но он просто только что чуть из-за этого порывистого ветра не улетел на пальмы. То есть чудом вообще он оттуда вылетел и... Короче, пытался себя и меня убить, и как бы остальных тоже, если бы они попались под руку, так скажем, кайту. Ну ладно, ну да, вот тут как бы естественным способом можно поговорить, просто готовы ли вы с этим как бы мириться. Да, там плюсы свои есть, но минусы надо понимать. То есть растроповка, к примеру, там второй раз, когда я его запускал, после того, как там попил водички и поменял настройки, там уже была одна часть уха перепутана, при том, что мы как бы ничего особо не делали. Да, я там легко ее распутал, но тем не менее, чуть что, тут все может запутаться. Окей, хотите бить рекорды? Классно. Вот ты приезжаешь на спот, вот с такой растроповкой, когда пердолит
40 узлов, даже 40, не 50, там 40 хороших, добрых узлов. Как ты эту растроповку вообще сможешь распутать? Кайт будет просто трясти. Это нужна команда просто людей, которые будут каждый отвечать за свою часть растроповки, и 5 человек, чтобы держали. Ну, короче, с самозапуск там или с помощью кого-то, это будет мега сложно. Посмотрите клип Овербика, где он прыгает там группа поддержки огромная, поэтому там и опыт у него, и у ребят наверняка там голландский опыт. И, ну, то есть я, например, как-то приехал в Дагестан, и там дуло там 50, я не мог подключить 40 минут обычный кайт на 4 стропах. Не мог. Просто физически не мог. Неважно. Ну, вот так было. Поэтому как с этим будет? И окей, он взлетает, и ухо не раскрывается там. То есть сильный ветер, не знаю. На слабый, да, конечно, штука интересная. Интересно, наверное, потестировать его уже там, а-ля в 11 размере и в более слабый ветер. Какой будет. Но я уверен, что результат будет хороший. И, наверное, интересно. Вот завтра, если прогноз сохранится, я обещаю себе, что я еще раз на этом кайте проведу там несколько сессий, 2, например, и поставлю стропы, например, 17 метров, смотреть, что получится. Тоже на 2 разных настройках. В целом, опять же, про настройки. Medium и Hard, только нагрузка на планке. Ничего сильно по поведению, там, управлению я не заметил, что поменялось. И на тех и на других настройках все хорошо. Ну, замечательно. В общем, я боялся этого кайта, пока еще не попробовал, потому что парафойл и все такое. И много разочарований в последнее время от баллонников. Но эта штука, опять же, потому что не с чем сравнить. И я ожидал не то что худшего, как будто это такое среднее мое ожидание. То есть высоко я на нем на халяву не прыгну. Ну, я, не умеючи там кататься на парафойле. Или можно свалить на кондиции. То есть не самый лучший вариант прыгать без скорости. Кстати говоря, я заметил, что при заходе, допустим, вот у нас тут частый кикер, и нету раската, чтобы разогнаться. На баллонике, там, я на хороших, так скажем, баллониках, я разгоняюсь быстро между волн, успеваю между там, первой и второй ускориться и залететь на кикер. А здесь кайт очень медленно разгоняет, либо маловато ветра, может быть, для него. Но один раз вот я там попал в хороший раскат, разогнался, и прыжок был 14 метров, это максимум за сегодняшний день. Просто время от времени я прыгал вверх, задирал ноги, вот прыжок был 14 метров. Много ли мало? Немного. Этот кайт на берегу транслирует, что он тебя может пульнуть намного выше. Это правда. Я думаю, что попади в порыв или имея более правильные условия, там, близкие к идеальным, не знаю, чтобы сделать разгон, резко перевести кайт в 12 и оттолкнуться, то понятно, что это касается любого кайта, но технически здесь при равных условиях этот кайт должен доставлять выше. Должен при должных условиях и немножко скилла. Все, привыкнуть. Прикольно, что не пришлось очень долго прикатываться. Опять же, завтра попробую короткие стропы и попробую приземлить хоть что-то, потому что основная проблема это жесткий, я даже видео не смотрел, но я просто понимаю, что я жестко перезавожу кайт, я прыгаю влево, кайт у меня в часе, вот там вот болтается, и я его никак не могу вернуть вперед, потому что руки уже прикатаны к другому. Я знаю, что если я толкну кайт вперед, то он у меня вперед улетит раньше, чем нужно, и разгонит меня, или мне придется сделать там контрлуп или просто даунлуп. С этим кайтом надо толкать его пораньше вперед. Он у меня висит очень сильно сзади, это я понимаю. Ну, будем пробовать. В целом впечатления хорошие до второго дня. Второй день, слава богу, раздуло. И уже вот мы приехали с опозданием, уже видно, что ветер сильнее, чем вчера. Ребята плюс-минус на тех же кайтах, но очевидно прям выше взлетают. Короче говоря, это будет сейчас идеально потестить девятку, может быть нащупать какой-то топ-энд ее
и чтобы она заработала в высоту. Сегодня я хочу сделать, как я вчера сказал, тест на 17-метровых стропах, но, возможно, в начале, чтобы быстрее выйти на воду, запущусь на 21-х, и потом уже сравню с 17-ми после. Так что на воду. Откатал, если это так можно назвать, на этом кайте 30-40 минут, но я не катал. В общем, жаль, не было снято запуск. Ветер чуть сильнее, кайт начинает трепыхаться жестче. Никаких даже 30 узлов нету. Здесь там 20 с чем-то, наверное. И ветер порывистый. Невозможно растроповку отделить, чтобы кайт запустился. Она постоянно, там, одно ухо бьется в конвульсиях, вокруг него накручиваются, или между собой закручивается эта растроповка. Ну, понятно, ладно, хрен с ним. Запускали 15 минут. Пришлось перевязывать стропы, чтобы наверняка запустить, а не улететь на пальму. Короче, если нету какого-то большого пространства, это в целом вообще опасное занятие. Но последний день надо пробовать все. Вышел на воду, пока выходил, меня кайт чуть несколько раз не убил. Из-за того, что порыв, он моментально скручивается и начинает крутиться вокруг того уха, которое закрутилось. Окей, я вышел на воду. Порывы и там. Каждые 15 секунд кайт сворачивается вот в такую штуку. Каждые 15 секунд. То есть ты едешь, еще если волна, это прям муа. Ты едешь правым галсом так, чтобы волна была набегающая сзади. Кайт подсвернулся, тебя тяга прекратилась, ты падаешь, сзади волной подмывает еще ноги, и ты залетаешь под кайт, у тебя в стропах напряжение вообще падает. То есть кайт падает вниз. Я 30 минут, то есть я вышел, потерял доску по такой же истории, то, что меня просто подмыло из-за того, что кайт потерял тягу. Но не суть. Бодидраг делаю в обе стороны, волной смывает, опять натяжение на стропах падает, кайт начинает сворачиваться. Короче, это просто я выживал. 30 минут мне понадобилось, чтобы найти доску. Там пару раз я прыгнул и вырезаться обратно, потому что пока я вырезался, кайт сворачивался каждые 15 секунд. Окей, приехал сюда, кое-как попрыгал. Опять же, со вчерашнего натирает мне трапеция, потому что кайт, видимо, очень высоко залетает в ветровом окне к краю. Поэтому при даже обычных прыжках надувной кайт немножко впереди находится, а этот кайт прям конкретно, не зря говорят, носите сидячую трапецию с этим кайтом. Ну да, наверное, надо было. Ну кто же знал, я не думал, что со мной это произойдет так быстро. Сплошной кошмар. То есть, как там другие кайты, я не знаю, может растроповка покороче, но тут ничего не поможет, это шпарофойл, он тонкий, и растроповка такая должна быть, она будет всегда накручиваться. Короче, я не знаю, как кататься, но, повторюсь, последний день, отрезаем 3 метра, или сколько там, 4 метра, да, 17-метровые стропы, мне интересно, может быть, будет что-то. Короче, высоту не получилось ничего прыгнуть, как бы то же, что и вчера, хотя ветер сильнее, но хочу другой сетап. И с хардом мне сейчас хотелось помягче сделать, я так же, как вчера закончил, у меня был хард настройки, сейчас я сделаю all-around, наверное, и выйду на 17-х. Если мы запустим кайт, я надеюсь, потому что здесь каждый раз запуск кайта это кошмар, то есть это прям рандом какой-то вообще дикий. Ветер должен быть ровный, то есть этот кайт, это я в конце скажу, ладно, 17-метровые стропы. Финал второго дня. Постараюсь быстро, потому что опять очень длинное видео. 17-метровые стропы подключили, ну, точнее их сделали. Пока переносили кайт там, 5-7 метров на место, чтобы безопасно его относительно запустить, я вставлю. Перепуталась одна часть уха настолько, что, в общем, получилось так, что вот если взять весь сегодняшний день, там условно там, 10 минут сборы, 10 минут дорога, из 2 часов условных, там 2,5 часов каталки, 30 минут страданий в сумме или даже 40 с распутыванием, запусками кайтов. Да, 2 человека это все делали, не один. То есть один я вообще не представляю, как это делать. Потом
страдания 30 минут после первого запуска, когда кайт постоянно схлопывался. Перешел на 17 стропы, вышел, ветра мало. Кайт перестал схлопываться. И того я не знаю. Ветер стал слабее и ровнее, либо 17 стропы дали ему кайту как бы больше возможности не складываться. Понятия не имею. Итог. 17-метровых строп я прыгнул, там ставлю 15 метров. Этот раз тоже просто без ветра практически ездил, искал порыв, попал один раз в порыв, сделал. Не раскрыт потенциал буста. Он есть, безусловно, на 17-метровых стропах. Перекос планки, кайт как бы похож на баллоник больше, среднеразмерный. Действительно, сильный ветер, наверное, нужно выходить только на таком сетапе, хотя, может, кому-то нравятся и длинные стропы. Но при равном ветре я потерял сразу же в высоте, когда перешел на короткие стропы, пока не поймал порыв какой-то. Итак, суммарно очень много геморроя, колоссально много. Особенно вот второй день показал. То есть этот кайт я бы лично использовал, скорее всего, в 11 размере, наверное, для тренировки каких-то там вот вращений и бордофов. Слабый ветер и ровный. То есть если вы там где-то в пересеченной местности или с порывистым ветром, даже там на море, как у нас здесь, или в волновой спот, то есть я вот здесь вот не стал бы его использовать. Это должна быть ровная вода, чтобы кайт как бы не погиб вместе с вами, возможно, потому что если он упадет, неизвестно, что там будет. То есть сети и все такое. Ну, короче говоря, очень узко специализированное место нужно под этот кайт, наверное. И какие-то задачи прям специфические. Понятно, что гидрофон, есть другие куча кайтов. Это классный кайт, хороший, то есть, опять же, относительно просто кайта. Не парафойлов, относительно просто кайта, это хороший кайт. Я в Озоне, как парафойле, не сомневаюсь. Но нужен ли мне такой? Если мне будут давать уже заряженный кайт в руки, и я буду на нем выходить как бы без запусков, без сборов и так далее, да, прикольно. То есть кого-то взять, катнуть, там, потренить, но иметь, это, конечно, очень спорный вопрос, скорее нет. А решение принимать каждому, конечно же. Пока, Вьетнам.